Народ, всем привет, меня зовут Руслан, и вы на канале Мастак. Друзья, я думаю, все те, кто занимаются эпоксидной смолой, а также те, кто только-только начал заниматься изделиями из эпоксидной смолы, допустим, что-то заливают или что-то подобное, хоть раз сталкивался с огромной проблемой. Допустим, у нас есть изделие круглое, квадратное, прямоугольное, не столь важно. Мы замешиваем эпоксидную смолу, заливаем изделие, и у нас остается эпоксидная смола. И либо, что хуже, у нас наоборот не хватает эпоксидной смолы. Сегодня в ролике очень кратко и доступно и понятно для всех я расскажу, как решить эту проблему, причем самым простым способом, которым может воспользоваться абсолютно любой. Начинаем! Поехали! Ну что, друзья, давайте начинать. И заранее хотелось бы сказать, что этот вариант решения проблемы, как правильно подсчитать эпоксидную смолу, возможно, не подойдет мастерам, которые заливают столешницы из эпоксидной смолы, светильники из эпоксидной смолы, либо какие-то просто изделия нереальных форм, где очень тяжело подсчитать реальные линейные размеры, так как нужны действительно хотя бы примерно точные. Можно будет подсчитать примерные размеры, то есть рассчитать примерное количество эпоксидной смолы, но точное количество эпоксидной смолы, к сожалению, подсчитать не получится. Этот вариант очень хорошо подойдет для тех, кто заливает смолу в формы, там в молды какие-то, либо просто заливает какие-то формы, опять же, где можно узнать точные линейные размеры. Но давайте сейчас к делу. О том, как рассчитывать эпоксидную смолу. Я думаю, для тех, кто давно уже в теме эпоксидной смолы, он знает, что есть такие вещи, как калькулятор эпоксидных смол. Но недавно я наткнулся, друзья, на суперкалькулятор эпоксидных смол. На самом деле это приложение. Я пользуюсь телефоном на базе Android. Для тех, кто пользуется айфоном, соответственно, на базе iOS, вы сможете найти также в Apple Store это приложение. Оно бесплатное, очень крутое. В нем настолько все банально и просто, что оно просто великолепно. Просто прекрасно. Можно рассчитать от и до все, и оно пограммово все вам покажет. Я думаю, затягивать не стоит. Давайте сейчас быстренько перейдем к приложению, я покажу, как им пользоваться. Кстати, приложение называется Resin Calculator. Я попытаюсь вставить ссылки на это приложение в описании. Не знаю, получится или нет, но на край, друзья, знаете, Play Market, Apple Store, все есть там, все бесплатно. Переходим к приложению. Вперед! Итак, друзья, заходим в приложение. Называется Resin Calculator, как я уже говорил. И вот первая картина, которая у нас выходит. Сверху, получается, у нас есть выбор, какое изделие мы будем заливать. Соответственно, кубическое, прямоугольное, либо цилиндрическое. Ну, кубоид, либо цилиндр. Допустим, выбираем для начала кубоид. Можно выбрать в миллиметрах, в сантиметрах, либо в метрах. Соответственно, вот так вот. Но мы выберем в миллиметрах. Итак, соотношение ниже, я думаю, всем видно. Ширина, длина и высота. Допустим, возьмем ширина 100, длина 100 и высота, не знаю, допустим, давайте 50. Соответственно, у нас получится такой квадратик 10 на 10 высотой в 5 сантиметров. Если все-таки рассчитывать все это в сантиметрах. Но мы будем рассчитывать сейчас в миллиметрах. 100 на 100 на 50. Соотношение эпоксидной смолы по весу. Я думаю, справа видно колоночку. Вот соотношение по весу смола отвердитель 100 на 60. Это, в принципе, стандартное. 150, 160. Я оставлю 100 на 60. Слева у нас идет колоночка плотность эпоксидной смолы на кубический сантиметр. 1,13. Это мы тоже все оставляем. Выходим. Соответственно, у нас показано сверху, что мы рассчитываем кубоид. Мы сами вводим либо прямоугольную форму, либо квадратную. То, что в миллиметрах. Мы рассчитали длину, ширину, высоту. Соотношение по весу эпоксидка и отвердитель у нас рассчитано. И снизу в правом углу мы можем теперь спокойно нажать вот на такой кружочек с 9 квадратиками. И нам рассчитает, какое количество смолы и отвердителя нам потребуется. Я думаю, внизу видно уже, что слева внизу у нас написано 353 грамма смолы плюс 211 грамм отвердителя. Чуть выше строчка слева направо в граммах 565 грамм смолы получается с отвердителем в общей массе 0,57 грамм, 0,57 килограмма
также эпоксидной смолы с отвердителем. Я думаю, все просто, понятно, очень доступно. И я думаю, что когда такие размеры, в принципе, это можно рассчитать даже самому. Но если размер, допустим, у нас там, не знаю, 200 на 60 на 24, и нам нужны точные подсчеты, все также очень просто выдает. Но давайте переходить дальше. Выбираем цилиндр, и тут все так же просто и банально. Я думаю, если вы заказываете молот, допустим, с AliExpress, либо где-то покупали, допустим, какую-то формочку, скорее всего, на упаковке, либо в описании к продукту, скорее всего, написано диаметр и подобные вещи. Соответственно, выбираем также диаметр, либо в миллиметрах, либо в сантиметрах. Мы будем также рассчитывать в миллиметрах, так потому что больше правильно. Допустим, если наш диаметр составляет 20 сантиметров, это будет 200 миллиметров в миллиметрах. Высоту, допустим, сделаем 10. Грубо говоря, у нас будет какая-то подставочка из эпоксидной смолы. Соотношение смолы к отвердителю, допустим, поменяем, поставим 40. Да, 40. Все. И также спокойненько рассчитываем, нажимая кружочек справа в углу внизу. Оп. И все рассчитано спокойно и без проблем. Соответственно, нам потребуется 253 грамма смолы. Внизу в левом углу все видно, написано 253 грамма смолы. 101 грамм отвердителя, чуть правее все видно. В общей массе 355 грамм эпоксидной смолы с отвердителем. Друзья, я думаю, все доступно и понятно. Приложение, опять же, напоминаю, называется резинокалькулятор. Очень удобно. Я думаю, это видно, что действительно удобно. Никаких лишних знаний, лишних познаний вам не потребуется. Я думаю, все понятно и доступно. Давайте подводить итоги. Ну что, друзья, теперь, когда ваш личный гид Руслан провел прекрасную экскурсию по приложению, которое вычисляет точное количество эпоксидной смолы, которая вам потребуется для заливки, я думаю, ни у кого не остались вопросы, как правильно рассчитать точное количество эпоксидной смолы. Друзья, если вам действительно был полезен этот видеоролик, либо просто понравился и вы узнали какую-то новую информацию, не поленитесь, поставьте лайк под этим видеороликом. Это очень сильно мотивирует нас создавать новые видеоролики. Если у вас есть предложение, либо восклицание, либо возражение, обязательно оставляйте комментарии. Это также помогает продвижению видеоролика, что уж говорить. Ну и также, кстати, подписывайтесь на канал, потому что, возможно, вы найдете что-то интересное для себя. А возможно, это интересное будет в следующем ролике, а вы пропустите. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну и, кстати, еще там есть ссылки на Инстаграм, друзья. Там есть мой Инстаграм, где я играю на пианино. А также можете зайти и посмотреть, если вдруг кому-то интересно. Ну а я с вами прощаюсь, друзья. Меня зовут Руслан. Всем пока!